Всем привет! В этом видео у нас сигнализация для дома от компании Digu. Я заказал основной модуль и некоторые дополнительные датчики. В комплекте с основным модулем приходит один датчик движения, два датчика на открытие, два пульта, micro-USB кабель и немного макулатуры. Дополнительные датчики, которые я заказал, это 5 датчиков дыма, 3 датчика движения и 2 датчика на открытие. Как вы видели на видео, оно просто перемотано скотчем. Ничего не повредилось, но все же не презентабельно. Рассмотрим устройство. На передней панели сенсорный экран и снизу слева считыватель RFID карточек. На левом боку слот под сим-карту. Сим-карта в данной версии работает только на звонки и SMS. Мобильный интернет не работает. На правом боку кнопка питания, микрофон, выход под проводную сирену и вход под питание. Сзади динамик и крепление на стену. Если крепление разъединить с устройством, оно включает сирену. Сразу проверим громкость. Громко, пискляво и противно. Перевод на русский есть, но он кривой. В некоторых моментах будет русский, в некоторых английский. Рассматривать все до последней кнопочки мы не будем, потому как мелких функций и настроек слишком много. Самая верхняя строчка – статус сим-карты, статус Wi-Fi, заряд батареи и время. В самом низу слева опять время, справа блокировка экрана. Она гасит экран и, если выставлена соответствующая настройка, запрашивает пароль при разблокировке. По центру слева сверху дата и время. Правее возможность позвонить. Звук не очень хороший, но тут многого и не требуется. Самая большая проблема – команды типа звездочка 100 решетка не работают. Звездочка и решетка не нажимаются вообще. Самый правый верхний значок – розетка, возможность управлять умными розетками. Но похоже, что розетки должны быть не какие-нибудь, а совместимые, у меня таких нет. И как определять, совместимые они или нет, непонятно. Далее постановка на охрану, но смотреть мы будем на английском языке, так как перевод кривой. Disarm – снять с охраны. Обе кнопки Arm и Stay Arm ставят на охрану, но Arm предполагает, что вы уходите из дома. А Stay Arm, что вы остаетесь в доме, и реагирование будет не на все датчики. К примеру, на датчик на входной двери и некоторые окна. Это нужно, например, когда вы ложитесь спать. Я тестировал только в режиме Arm. Слева снизу текущий статус и по нажатию лог действий. Чуть правее статус системы и по нажатию также лог. Тут будет информация о отключении питания и, что полезно, если у какого-то из датчиков садится батарея, это тоже тут будет отображаться. По центру снизу у нас настройки. Первыми у нас идут настройки системы. Там можно настроить время на вход на выход в секундах и время, сколько будет орать сирена в минутах. Все три значения от 0 до 65 535. Второй раздел настроек – это различные переключатели. У всех параметров тут всего два состояния – включено и выключено. Будет ли оно орать при тревоге или просто отправлять смс, будет ли говорить с вами человеческим голосом, будет ли запрашивать пароль после разблокировки, отправлять смс о постановке на охрану и так далее. Вот пример человеческого голоса. Система безопасности Корвал включена. Система безопасности Корвал выключена. Раздел с паролями. Один пароль на систему и один пароль на разблокировку устройства. Что делает пароль на систему, я так и не понял. Устройство у меня его ни разу не запросило. Возможно, баг. Ну а на разблокировку работает после каждой блокировки экрана. Языки. Их тут много, но как я говорил, перевод кривоват. Тут сброс устройства. Далее 5 номеров телефонов, по которым будет рассылаться SMS или производиться звонок в случае сработки. Во время звонка говорит вот такой текст. Нажмите 1, чтобы включить. Нажмите 2, чтобы отключить. Нажмите 3 для мониторинга. Нажмите 4 для домофона. Включить и отключить – это еще раз поставить или снять с охраны. Третий пункт – это слушать и говорить через этот модуль. Если положить трубку, не выбрав какого-либо действия, будет звонить еще раз, пока вы не сделаете выбор. Далее еще логи. Следующий пункт – это добавление внешних модулей. В случае с брелком нажимаем плюс и нажимаем на любую кнопку на брелке. Брелок умеет ставить на сигнализацию обоими способами, снимать сигнализацию и включить тревогу. Пароли при этом не требуются. При добавлении нового датчика можно выбрать тип датчика или расположение датчика. Разница будет в тексте уведомления. Второй пункт – это режим работы.
примеру, для пожарных датчиков и датчиков протечки воды имеет смысл выставлять работу 24 часа вне зависимости от статуса охраны. Третий пункт – это номер датчика. Он должен быть уникальным. По этому номеру, в случае чего, вы будете находить тот или иной датчик. Имеет смысл подписать каждый датчик перманентным маркером. Для соединения с датчиком нужно вызвать сработку датчика. В случае с датчиком дыма зажать кнопку «Тест». Далее добавление карточки, добавление внешней сирены, добавление и настройка розеток и декодер, показывающий последний полученный код. Это у нас два способа добавить связь с приложением по Wi-Fi, вроде бы результат один и тот же. В функции Record можно записать сообщение, которое будет воспроизводиться вам при звонке по сработке тревоги. То есть, когда сработает тревога, оно позвонит вам на указанный телефон, воспроизведет записанное сообщение, а потом стандартный текст. Тут у нас настройки даты, времени, автоматическое включение и отключение охраны, а также включение и отключение Wi-Fi и сим-карты. Ну и последние версии всего и вся. У устройства есть батарея. С включенным экраном, Wi-Fi и сим-картой оно проработало 2 часа 50 минут. Потом устройство начинает перезагружаться. С выключенным экраном будет работать дольше, но сложнее отследить, когда оно выключится. Также управлять устройством можно с мобильного телефона. В приложении есть два режима – Wi-Fi и SMS. Функционал в Wi-Fi режиме повторяет то, что мы видели ранее. Разница есть, но она не критичная. К примеру, можно давать индивидуальное название каждому из 100 датчиков. Функционал в SMS режиме минимален. Поставить на охрану, снять с охраны, позвонить на устройство. Для добавления нужно знать номер телефона сим-карты, которая вставлена, и пароль пользователя на устройстве. Вот что интересно. Просто так позвонить на устройство я не мог. Оно тут же сбрасывало. Но после того, как я добавил его через SMS режим в приложении, я смог на него позвонить и давать команды. Теперь про внешние модули. У каждого есть батарейка. Когда батарейка садится, на экране устройства отображается сообщение о низком заряде и номер датчика. Датчик на открытие дверей и окон имеет батарейку CR2450. Я такие вижу впервые. Также есть кнопка. Если сорвать сам датчик с двери или окна, сигнализация тоже сработает. Датчик движения работает от двух батареек формата 3А. По моим тестам датчик реагирует на человека с расстояния примерно 3-3,5 метра. Ну и датчик дыма. Работает от 9 вольтовых батареек. Орет громко, но срабатывает не моментально. Как дополнительные рупоры, при общей тревоге эти датчики не работают. На открытом пространстве датчик на открытие дверей уверенно срабатывает с 15 метров. Также могу сказать, что сигнал проходит через одну кирпичную стену. Возможно, при определенных условиях будет лучше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!